Итак, сегодня у меня клей, сетка, шпаклевка. Разомнем руки немного. Вкратце обо всем и поехали. Надо мне придумать наушники, наверное, какие-то, чтобы я работал с музыкой, и не было у меня этих авторских прав с ютубом. Как так? Я ничего не делал. Понимаете, зачем картон надо? Еще такого не было. Оторвалась ушко. Блин. Ну, я объясняю, как делают обычно, как делают в Италии. Всегда на этом уголке остается вот такая яма. Можно ее заполнить идеально, но почему-то она всегда остается немного с ямкой. И что самое главное при установке уголка, чтобы он был одинаково и здесь была плюс-минус одинаковая щель вот эта. Часто иногда делают ошибки. Но у меня ошибок не бывает. Здесь я поставлю уголок после клея и после сетки. Когда вы сетку клеите, ну потом в процессе покажу, конечно, удобно выйти ее наружу, потом обрезать, если особенно идете от того угла. Но я всегда оставляю вот так вот. Потому что вот эти лохмотья потом, которые торчат, они просто раздражают, мешают, их трудно заделать. И важно, чтобы если много дается там то ли шпаклевки, то ли чего, уголок ставить уже перед шпаклевкой. Ну, я думаю, я успею здесь закрыть. Даже немного-много получается. Здесь вот эту стену хозяин говорил, что не надо типа красить. Ну а как я выйду? Я же когда здесь зашпаклюю, я все равно засру часть этой стены. Я могу ее поставить скотч сюда, типа, ну, чтобы предохранить эту стену. Ну, и была бы ровная линия. Ну, скорее всего, оно вот так вот оторвет скотч, эту краску. Здесь даже покраска дерьмовая, штукатурка дерьмовая. Какая-то мягкая, какая-то такое, все дешевое, все на шару сделано. Клей многие делают гребенкой даже, это, так сказать, по технологии. Первую руку надо дать гребенкой. Где у меня есть гребенка? Я ее уже отнес бы, она не нужна мне. И потом клеют сетку. С одной стороны, да, вы следующую руку просто заглаживаете, оно и снизу, и сверху, но это большой расход клея идет. В основном делают, даже первый слой не дают. Сетка и потом уже поверх клея. Оно тоже будет держаться. И держаться будет почти одинаково, оно не отвалится. И немного экономия клея. Но, скажем, если у вас там инженер, архитектор, так делать нельзя. Ну, я делаю с первым слоем клея, хрен с ним, чуть лучше держаться будет, на всякий случай. Ну, кто занимается ремонтами, они это понимают, а клиенты не все понимают. Вот такая вот работа, она мелкая.
она занимает кучу времени. И если таких углов много в квартире, или там ванные комнаты, мне говорят там иногда, о, маленькая там ванная, типа она не должна стоить дорого. Всегда должны учитывать, что чем больше вот этого гемора мелкого, потому что с ним надо играться. За время, пока я делаю откосы, я мог спокойно одну большую стену сделать. И скажем, я не знаю, кто там специалисты. Я считаю, что если это окно есть время, потраченное в 2 раза больше, а то и в 3 на эти откосы, это же и уголок поставить, и все. И когда ты считаешь общую стену по метражу, скажем, работы, то окно не вычитается, не должно вычитаться. То есть, во-первых, если откосы развернуть, то окно уже тоже будет меньше. Это первое, и вверху, и здесь. И во-вторых, время, затраченное, опять же, на эти углы, я бы мог 2 таких, а то и 3 окна сделать, если бы я шел по прямой. Поэтому должны понимать это. А, кстати, такие мелкие углы еще не все умеют и не все любят делать. Очень многие вообще на работе в бригадах хитрят. Все уже сделано, а это остается. И ищут, какой дурак придет и будет этим заниматься. Я натренировался, потому что 80% этим занимался я. Я даже не ждал. Я, например, кто-то меня говорит, о, ты что-то так, я не знаю, что так по-хамски. Зрители разные есть. Ты просто неудачник и стареющий штукатур. Чего я стареющий? У меня тут молодые работают, дохлые, как я не знаю кто. Я не вижу, чтобы они там здоровее, сильнее меня были сильно. А во-вторых, я штукатурить не люблю, если честно. Ну, там какие-то дырки по мелочи, да. А так, чтобы там всю квартиру, большие объемы, не, это не мое. А люди, которые любят штукатурить, они не любят красить, они не любят шпаклевку, они не любят финишные работы. И это тоже считаю нормально. И для того хорошо, когда есть бригада таких разных специалистов. А, любишь штукатурить? Ну давай, ты штукатуришь, я шпаклюю. Не, классно же. И всем в кайф по-своему. И вообще в этой квартире получается, что я не могу ни на чем разогнаться. Разный инструмент, разные работы. Но зато я экономлю на том, что, во-первых, меня просто никто не торопит здесь. Я экономлю на том, что меня никто не подводит, никого не надо ждать. И сам себе организовываю так, как мне удобно. В общем-то, и жизнь, и работу, и разные работы. Я же не всегда занимаюсь только одним. Ну, вот покажу вам, что значит терпение и там мелкие работы. Видите, я стараюсь максимум впритык подойти к щели. Здесь иногда просишь просто человека, поставь мне скотч ровно. Именно ровно, чтобы не больше, не меньше. Так. Вы бы видели, ну не понимаешь, ну как, это же так просто вроде. Не могут простые мелочи сделать. То есть там, где вот именно надо терпение. Я вам честно говорю, что время, сколько я потратил, вот, чтобы эти откосы сделать, я бы уже всю стену сделал. Такая вот разница. Как оно бесит, знаете, когда ты, намучился, материшься с этой мелочью. И когда объясняешь кому-то, что это затратно, не понимают, на тебя лупают этими зеньками. И вот так, надо сетки нарезать. Опять руки мыть. Надо ведро поставить какое-то с водой. Еще каждый раз бегать, не? Клей, кстати, очень тоже портит руки. Так вроде ничего, не болит, не печет. А если целый день поработать, к вечеру смотришь, что-то не то. Очень сухие становятся. Так, ну это я могу заделать же, правильно? И очень важно резать всегда правильно. Нужно, чтобы был острый нож, это первое. И всегда резать надо, видите, вот такие штуки не должны быть.
Потом, когда ты шпаклюешь, они торчат, они тебе мешают, раздражают. И если тупой нож, вы никогда ровно не отрежете. Вот так вот должно отрезано быть. Даже это людям объясняешь. Все торчит, лохмотья вот такие. Хрен поставишь. Вот она должна быть ровненькая вот такая. Ничего не торчало. Ну и поделюсь вам еще одним секретом. В этом году мне уже 58 будет, хотя я вообще себя не чувствую на эти года. Поэтому, помимо всего, даже если я делаю какие-то легкие работы, я все равно дома поддерживаю форму. Я не забываю, что мышцы должны постоянно работать, хоть искусственно, хоть как, хоть с любым весом. Мне не нужны мышцы, мне просто нужна сила. И в равных частях, как физическая нагрузка дополнительная, так и отдых. Спасибо за лайки. Блин, ну действительно классно. Ой.
Напоминаю, что я с удовольствием читаю ваши комментарии, ваши советы. Может, как-то вы по-другому делаете. То есть вы смотрите у меня, а я слушаю, как что Так, у я вас. ж Так не что показывал будем вам, друг чем другу полезны. закончился мой этот короб. Там трещинка, можно засиликонить, можно не силиконить. Кто-то мне написал, лучше было в полу пропилить, чем смотреть на этот короб. Я говорю, что на него смотреть? Вы что, заходите в квартиру и ходите, смотрите? Нормальный короб. Такими работами, откос, маленькие ванны, говорю, что очень интересно получается в жизни. Всегда говорю, что оставляю это на конец. И смотрите, почему человек не хочет это браться. Допустим, мы работаем на кого-то. В обед приходит там шеф и смотрит, кто что сделал. Так очень сложно ему потом, даже шефу, доказать, что он игрался с откосами. Поэтому чувак берет большую стену и винь ее до обеда или там большие объемы. Шеф приходит, о, молодец, молодец. А ты сделал более сложную работу, но ее так визуально не видно. И тебя он уже даже или не похвалит, или не так заметит. Да, в конце он понимает, что это сложно, и, то есть, что ты потратил время. Для этого надо, чтобы прошло время, чтобы он понял правильно, надо, чтобы каждый из этих рабочих сделал эту работу, сделал ее, естественно, плохо, потому что они не тренируются никогда. И потом он уже понимает, что вот только мне можно это доверить. Так потом получалось, само собой, что я ходил на всякое дерьмо, блин, понимаете? Всякая мелочевка, всякие какие-то хитрости, все эти ретокки. То есть объект закончен, там еще неделю-две можно ходить по кругу, доделывать какие-то мелочи. Постоянно меня отправляли. Меня это бесило. Но, с одной стороны, когда ты научился, уже привык, то и были свои плюсы. То есть такая работа деликатная. Это лучше, чем херачить там какие-то объемы и постоянная усталость. А здесь ты ходишь как художник, скульптор, все доделываешь. Так, пошли дальше работать. Слава богу, сдыхался с этой стены. Идем на эту. Ну, тут, сами понимаете, тут тоже свои нюансы. На лестнице работать сложно, высота, неудобства, опять срезы. Много удобнее, когда все 90 градусов. Мне кто-то написал сейчас в комментарии, что Андрюха уставший, замотался. Я в прошлом видео сказал, что я устал от этого общения. Не, оно периодически так находит. И знаете что, не от этой работы не столько устанешь, сколько от договоров, там, новая работа, старая работа, эта работа, всякие нюансы. Ведь каждая работа, она разделяется на кучу мелочей. Что-то купить, почем купить, где купить, какое купить. Очень много всего. И ты постоянно думаешь. Плюс канал.
Если все вокруг вас слаживается, скажем, более-менее положительно, на канале приходят подписчики, ставят лайки. В жизни люди платят нормально зарплату, не получается конфликтов, приходят новые там работы какие-то. Все, ты как-то компенсируешь это. Но если какие-то несостыковки начинаются с людьми, или, как я вам говорю, какое-то общение просто бесполезное получается. Не буду я уточнять, что, где и почему, но... Да, ну что-то... Я же говорю, я человек такой эмпат. Если кто-то ко мне обращается с проблемой, я проникаюсь этой проблемой, думаю, там и помогаю. Может, надо просто полегче слишком к этому относиться. Тем более, блин, эти многие консультации или просто разговоры бесплатные. То есть даже в этом, если бы был интерес, то ты хоть знаешь, на что ты теряешь время. А тут часто людям просто поговорить, а мне что, вот сейчас бросить работу, идти говорить с кем-то, ну так себе занятие. И то говорю, там, пока перекур, или еще что. Кто-то мне тоже писал: о, в чужой квартире куришь? Здесь хозяин не курит. И попросил не курить. Я же не курю в этой квартире. То есть, каждый, я вам говорил, что работа, ситуация, клиент, все меняется. Сверху вниз. Если тебя уже судьба привела на эту работу, можно научиться либо ее делать хорошо, либо еще другую.
последнее время женщины. Почему ремонтом должны заниматься женщины? Я одно это не пойму. Странно, чтобы моя жена, допустим, занималась ремонтом, я даже себе это представить не смогу. Черт не шо, блин, что-то я в каком-то не в том мире живу. Не, этот заказчик мужчина, я говорю, что, блин, с ними работать легче. Еще женщины часто, ну, я там, типа, не лохушка, я разбираюсь в ремонте. Блин, это, знаете, все насмотрелись, что ли, ютуба, откуда вы успеваете разобраться? Тут люди работают годами и тупят. А они где-то там пару роликов с ютуба, видимо, посмотрели, и они уже разбираются в ремонте. В прошлом ролике я сказал, что я что-то устал от этих разговоров, какой-то вымотанный. Может, уточнить надо, что это за разговоры и почему. В последнее время мне, несколько месяцев назад, ближе, люди звонят, там, хочу сделать ремонт. И ты начинаешь, ну, естественно же, как бы потенциальный клиент, начинаешь в это вникать, ну, чуть ли не как будто ты уже взял работу. Вообще это неправильно. Как у меня когда-то говорил один чувак, мы с ним работали, и говорил правильно, говорит, я считаю, что взял работу тогда, когда ты туда уже инструмент завез. А все до этого это бла-бла-бла. А я как-то так, ну, думаю, что мне же не сложно, и все это общаюсь, людям советую, все это бесплатно. Ладно, когда ты поговорил и есть результат, то есть потратил свое время, энергию. А тут здесь человек передумал, планы поменялись, и там поболтал пусто, там поболтал пусто. Здесь даже с электриком, с Юриным пацаном знакомым договорился, у него там были всякие розетки, всякая фигня. Поругался с женой, все, ему не до меня, ему не до работы. И вот так вот. И знаете, когда одно за одним облом, думаешь, что ну его нафиг, что-то надо. Просто надо как-то поменять, допустим, с теми же заказами. С теми же клиентами. Тоже говорю, что у меня нету там сильно какого опыта, но ну, последнее время работаю, сам беру работу, а так не факт, что, допустим, сейчас месяц еще не будет никого, я могу с кем-то пойти работать. Я как говорил, что отдохну заодно. Не надо ничего организовывать. Тебе спокойно работаешь, ни о чем не думаешь. Что я говорил, забыл. Ну и, в общем, надо как-то Какие-то правила, блин, установить для себя, для других. Ну, я не знаю, какие, кто-то может тоже посоветует. Типа какого правила? Ну вот вы мне звоните, поговорить за ремонт. Да, можно делать ремонт. Что вам, смету сразу сделать или о чем мы будем говорить? Ну, люди начинают обычно издалека, откуда-то там всякие нюансы обсуждать. А смогу ли я сделать? А сможете ли вы приехать? Ну и буквально пару дней назад с человеком поговорил. Ну надо посмотреть там ту работу. Говорю, ну давайте я приеду и посмотрю. Да я что-то подумала, вам далеко ездить, вы не хотите ехать на машине. Я говорю, что там что за зона? Обязательно на машине быть или какая-то цивилизация есть? Потому что даже по цене или там по выгоде, по удобству, если это какая-то глухомань, оно всегда дороже работа получается. Только из-за того, что глухомань. Опять же машина, бензин,
Но организоваться можно. Я уже нашел, кстати, даже подписчика, что в том районе живет и с машиной. И готов был поработать со мной. Она за меня решила, мне удобно, неудобно. И что, наверное, она будет искать других. Не то, что обидно, жалко. Мне жалко, что я время теряю просто на этих людей. Тем более, что сегодня говорит, я почему говорю, за женщин сложно. Сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Как знаете, как погода меняется. В принципе, так же и женщины и меняются. Не? И, в общем, короче, кто бы сейчас не звонил, мне пофиг. Я считаю, что это нету. Вот как говорится, когда уже инструмент завезу, тогда и будет понятно. У Света на вилла тоже так начиналось. Должна была приехать. Короче, приехала с разницей в месяц. Тоже что-то не выходило. Я это тоже понимаю, но не так, что, ладно, 5 вариантов, 1 из 5 выстрелил. Когда 5 вариантов и все 5 впустую, ну, нафиг. Я тоже говорил, что работал с одним знакомым итальянцем. Он раньше тоже занимался этими внутренними работами. Типа этих. А потом перешел, он сейчас отели ремонтирует, шпаклюет там. То есть в любом случае хорошо работать с какими-то крутыми. Ну там надо знакомство, там надо репутацию себе сделать. Документы, все официально. Не так, как здесь. А здесь все по-цыгански. Ну так получается. Но жить можно. Не критично. Я уже чуть отошел вроде. Дело в том, что это нету еще таких каких-то вообще неприятностей. То, что у меня говорю, что бывало, не можешь деньги выпросить. Это вообще и обидно, и неприятная ситуация. Ну, наверное, часть зрителей скажут, что-то нудно и долго получилось. Ну, если вы торопитесь, смотрите шорты. А я показываю, может, кому-то интересно, может, кто-то уловит какой-то нюанс для себя. В общем, все как есть, и не за 5 минут стена. Ладно. Осталось окно закончить. Ну вот, вчера я положил сетку клей. Вот так вот оно потихоньку сохнет. И скажу вам, что уже даже в таком состоянии, даже лучше, можно делать шпаклевку сверху. Оно еще не высохло, не затвердело, не закаменело вот эти вот полосочки. Ну, уже здесь твердое. И оно как бы мягенько впитывается, сливается шпаклевка с клеем. Мне больше так нравится. Ну, сейчас посмотрю, что я буду делать, сейчас придумаю. А, вот эти уголки, что я купил. 3 евро штука стоит, кому может интересно. Очень много лет я работал расписание с 8 до 5. И домой приезжал около 7. Мне надо было, за 1,5 часа я не мог успеть доехать. Это была ужасная жизнь, знаете. Вот так я сейчас на машине, мне полчаса до дому, 3:30, 4 я дома. Ну, даже если 4:30, 5, ничего страшного. Ну, когда ты приезжаешь в 7, и, не дай бог, там автобус не приехал или еще что-то, у тебя жизни нету. У тебя нету зарплаты, у тебя нету свободного времени. Ну, блин, я проработал так лет 15. Так что хлебнул я здесь дерьма. Помыл стекло мне, блин, заправил. Говорит, 40 копеек есть?
Даю ему евро, говорю, бери как 40 копеек. О, гранцы. Сделал доброе дело. Мне ж тоже подогревают. Игорь, спасибо. Каждое видео мне 2 евро дает. Я тоже делюсь с людьми. Так должно работать все в этом мире. Дают вам, дай тоже кому-то. Кстати, насчет дай, не дай, мало кто тоже знает такой принцип правильный. Мы все хотим сначала что-то взять, а потом думаем дать, не дать. Ну и, как правило, редко кто что дает. А в этом мире все не так работает. Сначала ты должен дать. Если бы все жили по такому принципу, господи, мы бы были бы... самое счастливое общество было бы или на земле жизнь. Да, запомните первое правило. Вы должны всегда стараться дать. И оно будет вам возвращаться. Просто надо понимать, как и чем. И да, оно не всегда будет, как я рассказывал, за помощь кому-то, что это неблагодарное дело, и все, да, меня многие поддерживают. На самом деле тоже не так. Я знаю, что оно работает, и если ситуация говняная выходит, где-то через пару лет или вообще по жизни, блин, оно работает все равно. Ты либо удачливый, либо здесь ты попал в дерьмо, и тут же тебе компенсирует жизнь каким-то плюсом, что-то в твою жизнь приходит. И вот я вам честно говорю, я не отношусь, вот мне Игорь высылает каждые 2 евро, я клянусь, что я не считаю, как, блин, лошок, блин, мне высылает бабло, классно. Не, я думаю, блин, действительно где-то в глубине души, я не хожу в церковь, но представьте себе, что я пошел и поставил за него свечку где-то в церкви. Ну, я это делаю как-то внутри себя, как-то в мыслях. Просто умею благодарить по-другому. И оно действительно работает по-другому. Очень много мне случалось со Светой, даже с этой хозяйкой. Ну, как-то, видимо, нас очень сблизила эта работа. И, блин, это не один раз совпадение, что неделю не общаемся. Я что-то там думаю, там что-то спросить, что-то сказать. Там сильно так за виллу начинаю обдумывать. Тут бах, то ли смс-ка приходит, то ли звонят тоже. Или я ей так бывает звоню, она говорит, слушай, вот только что хотела написать, и тут ты, блин, тоже мне пишешь. Очень часто. Поэтому есть какая-то телепатия, есть какие-то невидимые, как радио. Оно же играет, мы же не знаем, как это все происходит. Так и мысли, так и желания. Так что я вот в это все верю, и даже мне с этим интереснее жить.